Теперь, когда мы понимаем самые основы использования арматуры, давайте сделаем новую анимацию прыгающего мяча, но с более продвинутой механикой. Для этой анимации мы будем работать исключительно с видом сбоку. В некотором смысле это похоже на работу над 2D-анимацией. Поэтому я создам новое действие, дублируя наш набор клавиш, и мне нужен прыгающий мяч. Это означает, что это действие сохранит набор клавиш, который мы создали раньше, или ключевой кадр, который мы вставили раньше. И я включил единственную активную опцию набора клавиш в автоматическом наборе клавиш и включил доступный фильтр. На нулевом кадре я расположу свой прыгающий мяч примерно на 9 метров по оси Z, используя корневой контроллер. Этот контроллер позволит нам перемещать мяч в пространстве, в то время как другой будет использоваться для вторичных движений, таких как сквош, растяжка и вращение мяча. Мы можем планировать нашу анимацию, непосредственно рисуя на экране. Я удерживаю клавишу D, щелкая левой кнопкой мыши и перетаскивая по экрану, чтобы использовать заметки жирным карандашом. Здесь я нарисовал красивый рисунок траектории мяча, который мы собираемся анимировать. Идея состоит в том, чтобы привнести в него немного физики, чтобы он выглядел более правдоподобно, и ввести немного демпфирования, пока мяч не остановится. Ты можешь получить доступ к своей аннотации на панели просмотра в разделе «Аннотация» и нажать кнопку «минус», если хочешь ее удалить. Как только ты сделаешь новый рисунок, появится новая аннотация. Ты можешь изменить цвет, нажав на маленькую виньетку рядом с его названием. Эти аннотации выполнены в 3D, так что ты можешь вращаться вокруг них, и ты можешь создавать новые слои аннотаций или новый слот для аннотаций, нажав кнопку «плюс». Если ты сделаешь несколько рисунков на нескольких ключевых кадрах, на каждом кадре будет создан новый рисунок, что позволит тебе сделать потрясающую анимацию с аннотацией или дерьмовый рисунок, подобный этому. Все шутки в сторону, это очень удобно, когда ты хочешь просмотреть свою анимацию или спланировать следующий ход. Давай начнем анимировать наш прыгающий мяч. Я выберу все существующие клавиши, нажму T и установлю их постоянными, чтобы мы могли запустить нашу новую анимацию, как мы делали раньше на этапе блокировки. Мы будем анимировать от позы к позе, сначала установив наш основной ключевой кадр на золотые клавиши. Тогда создай что-нибудь промежуточное, а потом начинай полировать. Так что сейчас я пытаюсь подобрать различные экстремальные позы мяча. Разные позы, когда он ударяется о землю, и разные позы, когда он находится в самой высокой точке в воздухе. Видя, что у меня нет зеленой линии между клавишами в моем редакторе действий, я подумал, что интерполяция все еще занята. Поэтому я нажал T и сбросил на постоянный весь ключевой кадр. Поскольку я стер свою аннотацию, мне трудно определить положение моего мяча. Но есть инструменты, которые могли бы мне помочь и которые мы уже использовали. Это траектория движения. Поэтому, пока я пытаюсь определить расстояние между мячом от одного кадра до другого, было бы проще, если бы я добавил идентификатор предыдущего положения мяча. Поэтому вместо того, чтобы бороться с моей анимацией и моим мозгом, пытаясь выяснить или вспомнить, где был мяч в предыдущем кадре, я просто добавлю свойства арматуры, а не свойства объекта. И здесь я найду точно такое же меню траектории движения, которое мы видели ранее, но на этот раз мы используем его на уровне арматуры. Что означает, что в данный момент я отслеживаю свой корневой шарик. А я могу отследить любой отскок мяча или даже несколько отскоков сразу. Я предварительно установил пару быстрых избранных, доступ к которым я могу получить, нажав клавишу Q. Ты можешь создать свое быстрое избранное или назначить свой собственный ярлык для любого инструмента в окне, щелкнув по нему правой кнопкой мыши. Оттуда намного легче перемещать мяч от одной клавиши к другой. Я создаю новый ключевой кадр каждые 5 кадров. Это довольно произвольно. Ты мог бы использовать каждые 10 кадров или что-то еще. Я привык использовать каждые 5 кадров. И когда все мои золотые ключи будут готовы, я тогда перейду на небольшой временной путь, где я буду перемещать все эти ключевые кадры слева направо, чтобы изменить время анимации.
Здесь я пишу окончательную позу, а затем я воспроизведу свою анимацию или пролистаю временную шкалу, чтобы заполнить движение. Посмотри, кажутся ли движения вверх-вниз и вперед естественными. И это то, чему ты должен научиться. Ты должен натренировать свой глаз на это. И это требует опыта. И ты получишь опыт только анимируя, а не просматривая видео. Так что даже если ты более продвинутый аниматор, я советую тебе выполнить это упражнение. И если ты новичок, прими неудачу. Неудача – это важный шаг на пути обучения. Чем раньше ты примешь неудачу, тем быстрее ты научишься. А быть хорошим художником на самом деле означает не твой успех, а то, как ты приходишь в себя после неудачи и как ты извлекаешь из нее уроки. Хорошо, давай прекратим нашу философскую дискуссию здесь и перейдем к анимации. В моем редакторе действий я перемещаю все ключевые кадры мяча на временной шкале. Чем меньше отскок, тем меньше у меня будет кадра между двумя ключевыми кадрами. А затем я отодвигаю последнюю позу довольно далеко, потому что мяч будет замедляться, прежде чем он остановится. Так что потребуется некоторое время, чтобы добраться туда. Чтобы быстро манипулировать ключом, ты можешь выделить их в поле, как мы видели раньше, или щелкнуть сводку, чтобы получить весь ключевой кадр внизу. Ты можешь следить за моим временем на временной шкале, но не чувствуй себя неправильно, если твое время не совпадает с моим, потому что оно зависит от высоты твоего прыжка. И мы обязательно пересмотрим время во время анимации. Но постарайся, чтобы это чувствовалось как можно естественнее, как можно скорее. Теперь мы начнем детализировать этот блокирующий путь, что означает, что мы добавим еще несколько ключевых кадров. И ведем немного сжатия и растяжения, используя верхние и нижние зеленые контроллеры. Я начну с добавления этой растягивающей и сжимающей информации поверх существующих ключевых кадров. Как объяснялось в предыдущей главе, когда мяч соприкасается с землей, он достигает ее на полной скорости. Значит, он полностью растянут. И поскольку первая поза – это та, в которой наш мяч имеет максимальную скорость, это поза, в которой он будет наиболее растянут. Ты можешь использовать контроллер растяжки, чтобы сориентировать мяч в направлении его предыдущего кадра. Просто переведи его немного назад. Этот контроллер позволяет тебе перемещать его, используя только его местоположение, а не вращение. Мяч автоматически потянется к зеленым контроллерам. Затем я пройдусь по следующему кадру, и пока мой зеленый контроллер все еще выбран, я нажму Alt плюс G, чтобы отменить любое местоположение, преобразованное на нем. Я возьму нижний контроллер для игры в сквош и слегка подтолкну его вверх, чтобы мяч раздавился, когда он замедлится в воздухе. Я вижу, что у меня есть небольшая интерполяция между моими ключевыми кадрами, поэтому я выберу их все, нажму T и сброшу их на константу. Это иногда случается, когда вы пытаетесь добавить постоянную интерполяцию к одному ключевому кадру. Так что я пойду дальше и веду немного растяжки и ориентации мяча на каждом фрейме, и по мере продвижения я буду уменьшать силу растяжения при каждом последующем отскоке, потому что мяч теряет энергию. Каждый раз я слегка перемещаю верхний зеленый контроллер в направлении предыдущего кадра, и когда он поднимается в воздух, я слегка перемещаю нижний контроллер вверх. Я забыл вставить ключевой кадр на каждом канале. Итак, в редакторе действий я перейду к каждому ключевому кадру, нажму I и выберу все каналы. Теперь я могу добавить некоторые разбивки или промежуточные элементы к моей анимации. Это действительно поможет мне прочитать анимацию на стадии блокировки. Так что то, что мы собираемся сделать сейчас, это добавить сквош сразу после приземления мяча. Будь очень осторожен с сквошем и растягивай, потому что это влияет на мягкость мяча. Если ты пойдешь на крайности, твой мяч будет похож на воздушный шарик с водой. Когда удар произойдет на 8-м кадре, на 9-м кадре я слегка раздавлю мяч. Тогда на 10-м фрейме, прежде чем мяч оторвется от земли, я немного растяну его в направлении следующей позиции. Чтобы сделать это, снова выберите верхний контроллер и нажмите G, чтобы переместить его в сторону 13-го фрейма. Видишь, как после отскока я растягиваю мяч меньше, чем раньше?
Потому что, когда он касается земли, он теряет энергию, поэтому я не могу заставить его растягиваться так сильно, как когда он собирался коснуться земли. Опять же, я совершил небольшую ошибку по пути. Если ты проверишь кадр 18, мы увидим, что наш прыгающий мяч не касается земли, и я смещаю его корневой контроллер, чтобы устранить проблему. Но проблема возникает не из положения корневого контроллера, а из второго контроллера для сквоша и растяжки. Тот, что пониже. Когда я вставлял ключевой кадр на все контроллеры ранее, я забыл сбросить его положение, когда мяч касался земли. Так что в настоящее время этот контроллер все еще находится в своем положении для сквоша, как когда мяч находится в воздухе на кадрах 22 и 13. И вот почему этап блокировки так важен, потому что, если бы я уже склеивал свою анимацию, мне было бы трудно остановить это. И я буду бороться с этой деформацией с помощью своих кривых. Итак, выбрав нижний зеленый контроллер, я пройдусь по всему ключевому кадру и нажму Alt плюс G, и ты сможешь увидеть, как мяч возвращается в свою первоначальную форму. И теперь я могу зафиксировать положение корня на каждом из этих кадров. Теперь, чтобы сделать мой редактор действий немного чище и читабельнее, я сверну всю панель, потому что мне не нужно видеть все каналы, и начиная с корневого контроллера отказов. Я продублирую кадр 18 и перенесу его на кадр 20 и избавлюсь от кадра 19. Поскольку положение мяча не меняется между этими двумя кадрами, мне не нужен ключевой кадр между ними. И дублирование кадра 18 на кадре 20 обеспечит мне последовательность в моей анимации или, по крайней мере, в положении моего мяча, когда он находится на земле. Я также продублирую кадр 26 на кадре 27, потому что мяч все еще находится на земле на этом кадре. Затем я проверяю каждый кадр и вижу, что мне нужно немного пересмотреть сжатие с помощью нижнего контроллера, потому что оно все еще очень сильное на кадре 29. Поэтому я нажимаю Alt плюс G, чтобы отменить его, а затем нажимаю G Alt плюс Shift, чтобы очень незаметно переместить его по оси Z. Оттуда я воспроизведу свою анимацию несколько раз, чтобы заполнить время. Чтобы я мог видеть, что при первом отскоке что-то немного не так. Иметь первую верхнюю позицию на кадре 13 немного преждевременно, и мы настраиваем это на временной шкале. Верхняя поза находится на кадре 13, а контактная поза на кадре 18. Значит, у меня есть только 3 кадра, чтобы подняться в воздух, и 5, чтобы упасть. Итак, я смещу весь ключевой кадр из 13 кадра на один кадр, а затем я передвину весь ключевой кадр из 18 или 19 кадра на один кадр назад, чтобы получить равномерное расстояние между верхней и нижней позами. Для завершения первого рикошета требуется 8 фреймов. Так что я думаю, мы можем использовать 6 фреймов для завершения второго рикошета. Так что 20-й фрейм будет контактным постом. 23 года, верхняя поза, 26 лет, следующий контакт. И финальный отскок могли бы использовать на один кадр меньше. Так что наш выбор времени для прыгающего мяча вполне логичен. Я начинаю с отскока в 8 кадров, затем отскок в 6 кадров и, наконец, отскок в 4 кадра. Это совершенно нормально, если у тебя другое время. Важно получить этот логический паттерн между первым и последним отскоком с уменьшающимся количеством кадров между каждым отскоком. Этот логический подход к движению поможет нам позже решить некоторые проблемы с анимацией. Это не эмпирическое правило, потому что анимация — это тоже вопрос случайности. Наш мяч может подпрыгивать, например, на неровной земле, так что в какой-то момент это немного нарушит хронометраж. Но на твоем пути обучения важно понимать логику движения. В данном конкретном случае из-за того, что мяч теряет энергию при каждом отскоке, поэтому время между каждой контактной позой будет короче. В следующем видео мы отшлифуем анимацию с помощью графического редактора. Подводя итог, мы увидели, что можем использовать аннотацию жирным карандашом для планирования нашей анимации. Использование отображения траектории движения важно даже на этапе блокировки, поскольку это действительно помогает нам понять движение мяча. Мы должны быть осторожны при использовании Squash и Stretch, потому что это передает мягкость или материал нашего мяча.
Так что спроси себя, какой мяч я анимирую. Мы можем выбрать время анимации с помощью логического подхода. Наш прыгающий мяч будет терять энергию при каждом отскоке, так что их будет все меньше и меньше пока.